Друзья, всем привет! Меня зовут Ира, я практикующий бухгалтер, и вы на моем канале «Жизнь бухгалтера в Польше». Сезон ПИТов уже прошел, поэтому я решила свое свободное время провести с пользой и поделиться с вами теми уникальными знаниями, которые я получила за свои 3 года жизни и работы в Польше. Я долго думала, как бы так снять видео, чтобы оно максимально раскрывало тему профессии бухгалтера в Польше. Мне очень хотелось показать вам эту профессию изнутри, такой, как ее вижу и знаю я сейчас, с учетом моего опыта работы, учебы и общения с коллегами-бухгалтерами. В итоге я поняла, что уложиться в один ролик мне явно не получится, и я решила снять мини-сериал из 8 роликов, первым из которых будет сегодняшнее видео, где я расскажу о том, какие вообще существуют должности, на которых может работать бухгалтер в Польше. Должности, связанные с управленческим учетом в этом сериале, я пока рассматривать не буду. Это такие должности, как финдиректор, финконтролер, финменеджер, финаналитик и так далее. В этом цикле видео я вам расскажу о должностях, связанных с бухгалтерским учетом и с налогообложением. Сегодняшнее видео будет вводным. В нем я кратко расскажу обо всем, что касается профессии бухгалтера, и перечислю должности, на которых он может работать. Следующее видео будет о том, как стать востребованным бухгалтером в Польше, и в нем я подробно расскажу о всех известных на сегодняшний день мне качествах и навыках, которые вам понадобятся, чтобы вы всегда имели работу. Эта идея родилась у меня спонтанно, когда я в одном из видео попыталась перечислить, что должен знать и уметь бухгалтер, и поняла, что лучше эту информацию вынести в другой ролик, так как ролики по одной профессии у меня и так получается по 30-60 минут. Кому этот ролик может быть полезен? Во-первых, тем, кто хочет работать бухгалтером в Польше, а во-вторых, тем, кто им уже работает. Так как, возможно, посмотрев его, они захотят повысить какие-то навыки и умения свои, чтобы зарабатывать больше. Еще это видео может быть полезно предпринимателям, которые нанимают бухгалтеров. Я на примерах покажу, каким должен быть ваш бухгалтер, чтобы максимально минимизировать вероятность штрафов и проблем. Потом будут видео о том, как стать младшим бухгалтером, главным бухгалтером, самостоятельным бухгалтером, специалистом по кадрам и зарплате и дорадцей податковой или налоговым консультантом. Думаю, просмотрев все эти видео, у вас более-менее сложится представление об этой профессии в Польше. Под каждым видео я буду оставлять ссылочки на видео из всего цикла. Также вы можете заходить в мой плейлист, который называется «Бухгалтер в Польше», и смотреть их оттуда. Я, конечно же, не собираюсь останавливаться на съемке этих видео для бухгалтеров. Обязательно сниму подробные для вас видео, как составлять резюме бухгалтеру, чтобы оно получало максимальные отклики, как проходят собеседования, нужно ли идти в университет, чтобы стать бухгалтером, что я там изучала и так далее. Так что обязательно смотрите мои видео до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Такую информацию выдаю только на вебинарах и только маленькими порциями. Поехали! Итак, какие же есть должности, связанные с бухгалтерией, на которых может работать бухгалтер в Польше? Первая должность – это młodszy księgowy. Еще ее могут называть на сайтах по поиску работы асистентка działu księgowego, działu audytu, działu finansowo-księgowego, pomoc księgowej przy książkach przychodu i rozchodów и так далее. Это практически первая ступенька карьеры бухгалтера в Польше. Еще есть нулевая – интерниста, стажиста, практикант, куда берут студентов до 26 лет, совмещающих учебу и работу в той сфере, на которую учатся. Как по мне,
Это очень удобная опция, так как, во-первых, она позволяет понять, нравится ли вообще тебе твоя будущая профессия, а во-вторых, позволяет подработать. Также эта подработка снимает проблемы студентов в поисках материалов для написания своего будущего диплома. С должности младшего бухгалтера я бы советовала начинать всем людям без опыта, которые окончили 3-месячный бухгалтерский курс, а также тем, кто учится в университете или потенциальной школе. Здесь у вас будет наставник, проверяющий вашу работу, который будет находить ваши ошибки и подсказывать вам. Сюда также можно устроиться с минимальным знанием польского языка. Когда же у вас уже будет год опыта, а лучше 2, оконченное бухгалтерское образование, уровень польского B1, тогда уже можно переходить на 2-ю ступеньку и искать работу бухгалтера в Польше. Видов должности обычного бухгалтера в Польше великое множество. О них я подробно расскажу в одном из своих следующих видео. Сейчас я скажу только, что в зависимости от вашего предыдущего опыта и ваших навыков и личных качеств выбирайте то, которое вам подходит. Могу рассказать кратко, как я развивалась в карьере бухгалтера все эти 3 года в Польше. После года моей работы на должности младшего бухгалтера я выбрала должность бухгалтера в небольшом бюро рахунковом. Не скажу, что я сильно люблю вести одновременно 30 клиентов и стресс с этим связанный, но мой опыт работы главным бухгалтером в Украине, учеба в университетах и на курсах в Польше позволили мне пойти бухгалтером, который самостоятельно ведет небольшие фирмы. Может самостоятельно вести бухгалтерский учет, рассчитывать налоги и подавать отчетность. Если же у вас раньше не было опыта главным бухгалтером, то я бы советовала подольше задержаться на должности младшего бухгалтера, либо пойти на должность узкого бухгалтера и постепенно изучать все участки бухгалтерского учета Польши. Либо можно поискать фирму, куда вы пойдете, и у вас будет подстраховка от коллег, которые будут после вас перепроверять и подсказывать вам разные нюансы. Как развиваться дальше? Можно поступить как я, например. После того, как я изучила специфику моих 30 небольших клиентов, я стала в своем небольшом бюро рахунковой помогать с крупными клиентами. Плюс из тех 30 клиентов, которых я вела самостоятельно, у меня были фирмы из совершенно разных отраслей, специфику бухгалтерского учета которых я постепенно изучала. Также я многому научилась в отношении бухгалтерских программ. Я изучила 2 самые распространенные бухгалтерские программы, такие как Optima и Симфония. Через год работы в небольшом бюро рахунковом и после защиты диплома я перешла на работу в бюро рахунковой, которое работало только с крупными клиентами, суточный оборот которых составлял сотни тысяч злотых. Тут пригодилось все, что я делала в течение этих 2 лет, так как вела я исключительно спулки или ООО по-нашему, одна из которых занималась строительством. Хорошо, что надо мной был старший бухгалтер и главный бухгалтер. Они меня многому научили за год, который я у них проработала. Кроме того, что я в этом бюро рахунковой изучила еще 2 новые программы бухгалтерские, одна из которых была специфическая для строительной области. Я научилась также подавать декларации для крупных фирм, а также рассчитывать налог на прибыль. Ушла я от них только потому, что мне предложили работу в одной крупной украинской компании, которая имеет филиал в Варшаве, где нужно было мне заменить на небольшой декретный отпуск их финансового контролера с перспективой того, что эта фирма откроет свой бухгалтерский отдел, где я стану главным бухгалтером и заберу весь бухгалтерский учет от бюро рахунковой непосредственно в этот отдел. Я не смогла отказаться от такого заманчивого предложения и перейти в относительно короткий срок с должности бухгалтера на должность главного.
Но, к сожалению, придя на фирму, я увидела, что то, что рассказывали мне на собеседовании, не соответствует действительности. И тот уровень автоматизации и распределения обязанностей подразумевает, что я буду иметь постоянные переработки, и у меня будет отсутствовать какая-то возможность, не дай бог, заболеть или уйти в отпуск. Плюс управленческий учет и бухгалтерский учет был в плачевном состоянии, из-за чего они и хотели организовать свой бухгалтерский отдел. Обманывать и выкручиваться я не умею, работу свою делаю хорошо, все у меня должно быть в порядке, и на наведение порядка у меня бы ушло огромное количество времени и моего здоровья. В итоге я решила поработать на себя и вести бухгалтерский учет небольших фирм. Пока я бы хотела отойти от того интенсива, который я начала в плане моей карьеры в Польше. Плюс хочется иметь время и силы делиться с вами. Слишком это мне нравится. Еще одну вещь, которую я сделала недавно в плане развития моей карьеры в Польше, это закончила 3-месячные курсы на специалиста кадров и расчета заработной платы. Мне подвернулась такая возможность пройти эти курсы бесплатно, и об этой возможности я вам расскажу и подскажу, как можно и вам пройти такие курсы бесплатно в отдельном своем видео по поводу специалистов по кадров и плат. Я и сама хотела за свои деньги пойти учиться на этого специалиста. Зачем? А затем, что на всех фирмах, где я работала, раньше у нас были такие специалисты, которые рассчитывали заработные платы, а я как бухгалтер просто составляла проводки, необходимые для отображения этих зарплат в расходах, для расчета по прибыли и так далее. Ну вот мне подвернулась такая возможность, и я ею воспользовалась. Прошла этих 3-месячные курсы, теперь сама могу на своей фирме рассчитывать заработную плату и оформлять сотрудников. Для чего я сейчас вам рассказала о своем опыте 3-летнем в Польше как бухгалтера? А для того, чтобы вам показать, что возможности для развития есть всегда. И в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге, вы можете пошагово простроить вашу карьеру. Если вы не хотите, как я, например, идти работать в бюро рахункове, работать на износ, переходить с одной фирмы на другую, набираясь опыта, вы можете выбрать фирму, где есть перспектива роста, например, до зама главного бухгалтера, а потом и в будущем стать главным бухгалтером. Если же вы понимаете, что вам не нравится работать под чьим-то началом, то вы можете доучиться до самостоятельного бухгалтера и пойти работать на небольшую фирму на эту должность. Кстати, самостоятельные бухгалтера чаще работают на удаленке, и можно работать из дома. Также можете открыть свое бюро рахунковое, если хотите быть сами себе начальником, больше зарабатывать, не боитесь брать на себя ответственность, чувствуете в себе предпринимательскую жилку, можете управлять людьми и готовы брать на себя риски. Если же вы понимаете, что совсем не гонитесь за карьерой, любите хорошо делать что-то одно, то смело выбирайте должность специалиста по кадрам и расчету заработной платы. Во-первых, попасть на эту должность проще всего. Достаточно окончить несложные бухгалтерские 3-месячные курсы. Во-вторых, сейчас очень большой недобор этих специалистов, и работодатели выискивают их, обучают их и держатся за них, боясь потерять. Если вы устали от общения с коллегами, с клиентами, с проверяющими органами, хотите просто делиться своими знаниями с другими и не боитесь выступать на людях, можете пойти преподавать бухгалтерский учет на курсы, университет или полициальную школу, например. Если же вы, как и я, любите все, что связано с налогами, можете пойти работать налоговым консультантом. Но хочу сразу предупредить, обычным высшим образованием вы тут не отделаетесь. Как по мне, это самая сложная профессия из бухгалтерских. Здесь нужно выполнить определенные требования, сдать определенные экзамены, как письменные, так и устные, и только потом вас включат на листы дорадців податковых, и вы сможете консультировать. Ну вот,
Надеюсь, у меня получилось поделиться с вами вкратце всеми известными мне бухгалтерскими профессиями в Польше, а также своим опытом. Если же вам будет интересно узнать о них более подробно, то обязательно дождитесь моих новых видео. А чтобы их не пропустить, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик. Всем пока!